5 марта 1906 года родился советский живописец, народный художник РСФСР и СССР, лауреат Сталинской премии второй степени Тарас Гурьевич Гапоненко. Тарас Гурьевич Гапоненко родился в бедной крестьянской семье, в небольшой деревне Старая Заворонь, Ельнинского уезда Смоленской губернии. Рано оставшись без родителей, Тарас был вынужден добывать средства на пропитание, работая на зажиточного крестьянина, в родной деревне. По дорогам Смоленской губернии ходил в поводырях у нищих слепцов. С 1918 года он перебрал множество подработок, разъездным кучером, истопником в конторе, помощником пчеловода, табельщиком в совхозе Дубна, что в Тверской губернии. Воспитывался в детском доме города Корчево, Тверской губернии. Среднее образование получил экстерном, по собственной инициативе, за 4,5 года. В 20 году вступил в комсомол. Летом 21 года был делегатом Тверского губернского съезда ЭКМС, входил в состав УКОМа комсомола, был председателем в комиссии по делам несовершеннолетних при отделе народного образования. По направлению УКОМа комсомола работал с мая по октябрь в подъотделе рабсилы уездного отдела труда. В 1924 году приехал в Москву, поступил в Высший художественно-технический институт, учился в монументальном отделении живописного факультета у таких преподавателей, как Николай Михайлович Чернышов, Фаворский, Истомин, Кузнецов. Студенческие годы проводил в деревнях Смоленской, Тверской области, в Подмосковье. В 1929 году работал в совхозе «Гигант» и на МТС имени Шевченко, под Одессой. Написал дипломную картину «Сенокос». В том же году принял участие в 11-й выставке Ассоциации художников революции и представив картину «Красноармеец в деревне». Вступив в ряды АХ, стал постоянным участником выставок, проходившим в Советском Союзе и за рубежом. В 1931 году вышла в свет книга Тараса Гурьевича Гапоненко «Монументальная живопись в ее прошлом и настоящем». В 1935 году была создана картина «На обед к матерям». Через 2 года на международной выставке в Париже за эту картину художнику присудили большую золотую медаль. Картина «Мастера урожаев», 1940 год. Перед художником стояла задача дать групповой портрет людей сельского труда, новой советской деревни. Композиционный принцип полотна — это мотив праздничного шествия, метафора движения, олицетворяла целеустремленность советских людей к светлому, коммунистическому будущему. Гапоненко изобразил на полотне множество детей, радостные и счастливые в красных галстуках, они идут на первом плане. Ребятишки поменьше держат за руки своих мам. Картина, демонстрирующая единство народов СССР, дышащих счастьем крестьян, вселяла в зрителя гордость за величие страны.
Во время Великой Отечественной войны Гапоненко часто выезжал на фронт, где делал зарисовки и этюды. В 1944 году он написал картину «После изгнания фашистских оккупантов», авторское первоначальное название «После ухода немцев». Основу сюжета была положена реальное событие военных лет, рассказанное художнику и его сестрой во время фашистской оккупации на Смоленщине. Тарас Гапоненко передал эту картину Смоленскому музею. В 1946 году он написал второй вариант этой картины, правда уже большего размера, которая сейчас находится в Третьяковской галерее. В 1994 году постановлением Совета министров СССР от 6 июня 1947 года присуждена Государственная премия СССР второй степени за картину «После ухода немцев», награжден медалью в память о 800-летии Москвы, а также медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Простой зимний пейзаж с огромным полем с проталинами на первом плане под облачным небом. Низкий горизонт и тяжелые свинцовые тучи нависают над землей как символ вселенской катастрофы. Картину можно условно разделить на две части, где в одной из них фигура немца, который спокойно вкладывает пистолет в свою кобуру, совершенно машинальным и равнодушным движением. За ним мотоциклист, который также равнодушно ждет своего командира, повернув на него голову. С другой стороны, в правой части картины, мы видим толпу плененных людей, видимых зрителю со спины. Это мирные сельские жители, одетые в разные отрепья. Они уходят по диагонали вдаль за горизонт, врезаясь мощным треугольником в композицию полотна. А на первом плане мы становимся свидетелями настоящей трагедии. На земле лежит молодая женщина, глаза ее закрыты, рука запрокинута вверх. Приглядевшись, мы видим, что в ней что-то зажато, а зажат в ней маленький клочок земли. Мы понимаем, что, по-видимому, женщина пыталась замахнуться на немецкого офицера, защищая своих детей, а тот, выхватив пистолет из кобуры, выстрелил в нее, в беззащитную, безоружную женщину, но даже в смерти ее фигура величественная. Непреклонно, фашист убил саму жизнь, в образе женщины-матери. На ее груди лежит ребенок, почти младенец. Он схватился за рубаху матери и теребит ее, пытаясь разбудить навсегда уснувшую мать. За ними стоит девочка-подросток, голова опущена, плечи опущены, рука поднята к подбородку. Видя смерть матери, она испытала такое глубокое горе, которое уже не передать эмоциями, рыданиями, стенаниями. Поднятыми кверху к небу руками, она стоит как вкопанная и вмиг превратилась словно в старуху, стоя в забвенной позе. Но изображая плененных людей, Гапоненко, тем не менее, дал почувствовать несломленность и сплоченность советского народа, где один поддерживает другого и не дает упасть третьему. Толпа написана пластично и живописно, где, несмотря на размашистую манеру автора, можно выделить каждого персонажа и в то же время то единое целое, медленно движущихся людей. Владимир Владимирович Путин, увидев эту картину на выставке, поделился впечатлением. Наибольшее впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин, которая так и называется «Рабовладелец», на которой изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину, а на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробивает прямо до слез.
1952-1953 годах Гапоненко вел педагогическую работу в Центральной студии в ЦСПС и на графическом факультете Московского педагогического института имени Владимира Петровича Потемкина. В 1954 году исполнял обязанности председателя Оргкомитета Союза художников СССР, указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1954 года. Тарасу Гапоненко присуждено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. 27 декабря избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР. В 58-м делегат Первого съезда художников РСФСР. С 58 до 60 года член Государственной экзаменационной комиссии Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Ефимовича Репина. Также с 58 года, со дня основания журнала, художник вплоть до последнего года жизни работал в составе ее редколлегии. В 1963 году поездка в Италию. Работа над этюдами в Риме, Неаполе, Венеция. В 1968 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 мая Гапоненко присуждено почетное звание народного художника РСФСР. Тарас Гурьевич Гапоненко прожил достаточно долгую и интересную жизнь. Он жил в Москве, в городке художников на Верхней Масловке, среди многих выдающихся художников и скульпторов. Здесь же он и умер 11 октября 1993 года на 88 году жизни. Похоронен на кладбище в селе Старая Заворонь Смоленской области.